В Казахстане приближается к развязке рассмотрения одного из самых резонансных судебных дел последних лет, которое уже изменило действующее законодательство страны. Процесс над экс-министром национальной экономики Казахстана Куандыком Бишимбаевым, который подвергал истязаниям свою жену Султанат Нукенову, а потом забил ее до смерти, вызвал огромный резонанс не только в Центральноазиатской республике, но и за ее пределами. Ранее министра судили за коррупционные преступления, а теперь обвиняют в убийстве. По версии следствия, Куандык жестоко избивал свою супругу Салтанат на протяжении 8 часов. Удары он наносил по разным частям тела, по голове, лицу, хватал за волосы, швырял на пол, пинал. Травмы оказались несовместимы с жизнью, девушка погибла. За судебным процессом, который длился почти 2 недели и впервые в судебной истории Казахстана транслировался в прямом эфире, следили без преувеличения сотни тысяч человек ежедневно. Каждый день звучат все более мрачные подробности. I believe in the evil in human nature. This is a wicked world. In a wicked world, wicked people are born. Девушка из уважаемой семьи. Султанат родилась в 1992 году в довольно известной и уважаемой в Казахстане семье. Ее дед был заслуженным учителем СССР, и в память о нем даже устраивали республиканский турнир по дзюдо. Папа Салтанат строил успешный бизнес, а дядя Кайрат – политическую карьеру. Был главой Павлодара, Экибастуза, Аксу и Железинского района. Но Кеновы не были миллионерами. Салтанат не родилась с золотой ложкой во рту. Ее родители приложили все усилия, чтобы обеспечить будущее детей, и целиком отдавали себя бизнесу. Их стараниями Салтанат получила образование в Англии, а ее брат Айтебек в США. В целом у нас было очень такое свободное детство, скажу так. Нам были доступны разные варианты, то есть развитие, обучение, нас водили на какие-то кружки. Салта вот музыкой занималась, очень любила, были у нее постоянные четные концерты. Но не было никогда принуждения, что опять-таки мы должны чем-то конкретно заниматься, что она должна с пианисткой там, заниматься 8 раз в неделю, и таких каких-то жестких условий не было. То есть нам дали все необходимое для того, чтобы мы развивались как личности и выбирали сами свой путь. После обучения девушка увлеклась астрологией, прошла несколько курсов, а затем начала проводить личные консультации. Причем астрологом она была востребованным, люди записывались к ней за несколько недель. На одной астрологии она останавливаться не собиралась и планировала построить карьеру телеведущей. Ни у кого из близких не возникало сомнений в том, что она справится с этим без труда. Помогала людям Салтанат не только с помощью астрологии, но и реальными делами. Ее брат Айтебек Нукенов рассказал: «Была история, когда мы с Салтой помогали подруге совершить побег от мужа-тирана. Произошло это больше 10 лет назад. Сейчас у этой девушки все прекрасно. Зачастую именно такая помощь нужна женщинам, у которых нет рядом братьев, родственников, друзей. Абьюзеры ведь стараются максимально оградить жен от всех связей, контактов, не дают общаться с подругами. Но саму себя Салтанат защитить не удалось. Девушка как будто подсознательно огораживала себя от мужчин, даже что касается своих астрологических приемов. У нее было правило не работать с одинокими мужчинами. Экс-министр Казахстана узнал о Нукеновой от девушки, с которой на тот момент был в отношениях. Та рассказала ему о знакомом астрологе и показала фотографию Салтанат. Позже Бишимбаев нашел приглянувшуюся ему девушку в соцсетях и пытался записаться к ней на консультацию, но каждый раз получал отказ. Поэтому мужчина пошел на хитрость и записался к своей будущей жертве через знакомую якобы на парную консультацию. Когда они вдвоем пришли к Нукеновой, подруга Бишимбаева сразу сказала, что хочет познакомить их. Султанат не захотела знакомиться в таких условиях, однако Бишимбаева это не устроило. Обвиняемый стал регулярно атаковать девушку огромными сообщениями и просить о встрече. Куандык не понимал и не принимал слова «нет» и отказа, что уже было первым звоночком. После этого начался период навязчивых ухаживаний. Избалованный мажор.
Куандык Валиханович Бишимбаев родился 11 апреля 1980 года в казахском городе Кызыл-Орде в семье доктора технических наук, депутата парламента Валихана Бишимбаева и его супруги Альмиры Нурлыбековой, и вырос с младшей сестрой Аружан. Бишимбаев получал высшее образование в Казахской академии управления и Тарасском университете, а также был стипендиатом программы Нурсултана Назарбаева для обучения в Американском университете Джорджа Вашингтона. В 26-летнем возрасте он защитил кандидатскую диссертацию по экономическим наукам. Карьеру Куандык начал в 2001 с должности банковского менеджера. Годом позже ненадолго попал в Министерство экономики и бюджетного планирования. Затем занимал руководящие должности в бизнес-структурах. В 25 лет Бишимбаев вернулся в министерство и стал советником его руководителя. Так начался стремительный взлет государственного деятеля по карьерной лестнице. Куандык руководил Центром развития торговой политики, был вице-министром индустрии и торговли, заведовал отделом в президентской администрации и работал помощником Нурсултана Назарбаева, после чего занимал пост замминистра торговли и экономического развития, входил в правление фонда Самрук-Кызына и возглавлял холдинг «Байтерек». Знающие Куандыка люди отзывались о нем далеко не в положительном ключе. «Избалованный мажор, деньги впустую потратили на зарубежное образование. Слишком рано отец сына министром сделал. Взорвавшийся сынок, избалованный». В начале 2017 года политика арестовали по обвинению во взяточничестве и хищении бюджетных средств, когда он еще возглавлял холдинг «Байтерек». Бывшего чиновника подозревали, в частности, в создании преступной схемы при возведении стекольного завода. Под видом оплаты рабочим его сообщники из подведомственной и подрядной организации присвоили $3 миллиона. 2/3 суммы ушло лично Бишимбаеву. Весной следующего года политика признали виновным, его лишили имущества и наград, пожизненно запретили занимать государственные должности и приговорили к 10 годам тюрьмы. Уроженец Кызыл-Орды ходатайствовал о смягчении приговора, и суд удовлетворил прошение. Таким образом, уже осенью 2019 года экс-министр вышел на свободу по УДО. В общей сложности он не отсидел и 5-й части положенного срока. У экс-политика есть взрослый сын Аль-Искандер от первого брака. О первой его жене в сети крайне мало информации. Второй женой Бишимбаева была Назым Кахарман Багабулова. В их семье родились 3 детей, сыновья Мансур и Карим, а также дочь Рания. Супруга была уверена в невиновности мужа и считала, что по обвинению в коррупции его подставили. После выхода Куандыка из тюрьмы Бишимбаевы развелись. Недавно всплыли слухи о том, что первая жена бизнесмена покончила с собой, и в этом он тоже может быть замешан. Все вопросы, пожалуйста, к участникам этого брака, меня там не было. Могу сказать только то, что замуж я выходила за разведенного, а не за вдовца. У них общий сын, ответила на вопросы о первой жене Назым Кахарман. Помню, мне был 31 год. Мелкими дозами яда от супруга к этому моменту моя самооценка и уверенность достигли самого дна. Вместо счастья у меня в душе черная дыра, которая пожирала всю мою энергию и жизненные силы, рассказала Назым в личном блоге. Женщина поделилась словами бывшего супруга о том, что она не будет никому нужна с 3 детьми и что она уже в возрасте, чтобы заводить новые отношения. Кахарман верила избраннику и искала проблемы в себе. По словам бывшей жены экс-чиновника, Бишимбаев нередко давил на нее морально, обвинял ее во всем подряд. Классика «во всем виновата сама», и я тоже слушала его вкрадчивый голос с внушением, что со мной тоже что-то не так, а он клёвый, добавила девушка. Назым взяла волю в кулак и ушла от мужа. К моменту знакомства с Салтанат у Бишимбаева уже был богатый послужной список. Разведенный чиновник с 4 детьми от прошлых браков, арестованный за взяточничество в особо крупных размерах. Естественно, близкие, узнав о таком ухажёре, были не в восторге и забраковали его кандидатуру, но Бишимбаев был настойчив и в итоге уговорил Салтанат встретиться с ним и составить собственное мнение, не прислушиваясь к россказням со стороны. Действительно, это просто был какой-то ухажёр, и никто не думал, что это станет ее мужем, тем более. И, не сказать, что наша сторона, зная его историю, была прям сильно рада этим ухаживаниям даже. Зачем, мужчина с 2 браками, с 3 детьми, сидевший, нет, конечно, первая реакция. Опять-таки, как я говорил, семья у нас достаточно демократичная, и каждый из нас принимает свои решения, мы все уже взрослые. Мне сейчас 36, Салте 30 лет. И это было ее решение. Тут даже вопрос не в том, что мы не шли против ее решения, мы свои опасения какие-то высказали, но действительно это ее жизнь, она отвечает за нее.
Женщина была не против, хотя и не торопилась влюбляться. Следует обратить внимание, что в поведении Куандыка прослеживаются все признаки типичного психопата. Он точно знал, как заполучить желаемое, знал, каким взглядом смотреть и какой интонацией говорить, как выглядеть и каким казаться. После нескольких встреч и совместного путешествия в Азербайджан Салтанат заговорила о Куандыке как о хорошем, образованном человеке и заявила, что влюбилась. А в октябре 2022 года Бишимбаев предложил ей выйти за него замуж. Видя, какие серьезные чувства испытывает дочь к кавалеру, родители не спорили. Пара так и не смогла официально расписаться. Они пытались сделать это через казахский аналог сайта госуслуги, однако там произошла ошибка из-за того, что он был разведен ранее. Тем не менее, 17 октября 2022 года имам главной республиканской мечети Астаны провел для них традиционный обряд нике-кию в присутствии свидетелей по собственному желанию. В Духовном управлении мусульман Казахстана сообщили, что теперь имам мечети получит дисциплинарное высказывание. Он не имел права проводить обряд бракосочетания без официального свидетельства о браке. Уже через несколько часов после церемонии между ними произошла первая ссора. А спустя 3 месяца Салтанат впервые горько пожалела о своем выборе. Ведь как только мышеловка захлопнулась, весь неземной флёр и редкое очарование спало с него при первой же попытке Салтанат проявить свое «я» в отношениях. Свободы ей было не положено. В принципе, больше ничего за себя решать она не могла. Мой сталкер. Практически сразу после свадьбы Бишимбаев перестал скрывать свою натуру. Уже под Новый год он перевернул семейный стол из-за того, что купленные подарки открыли без него. Кроме того, с первых же дней неофициального брака он запретил Салтанат общаться с подругами и роднёй, следил за каждым ее шагом, подозревая в несуществующих изменах, читал ее переписки в соцсетях. Вообще у Куандыка ярко выражены признаки темной триады, для которой характерны следующие яркие негативные черты личности: макиавеллизм, нарциссизм и психопатия. Бишимбаев демонстрирует повышенный уровень превентивной ревности, когда партнер препятствует контактам с другими. Он эмоционально жестокий и склонный к насилию, когда не получает особого отношения, которого он, по его мнению, несомненно заслуживает. И, конечно, он ведет себя очень манипулятивно, вводит в заблуждение других людей ради собственных целей. Вскоре к слежке и тотальному контролю добавились побои от ревнивого мужа, которые стали регулярными. В марте 2023 года Салтанат переслала брату фотографии, на которых видно, что ее сильно били по лицу. Не сумев дозвониться сестре, Айтбек помчался к ее обидчику. Завязалась драка, после которой защитник позвонил в полицию и, наконец, нашел Салтанат в соседней квартире. «Я ей сказал: собирай вещи, мы уходим, тебе это все не надо». Она сказала, что взрослая, что она его любит, что сохранит брак. Я ей ответил: еще чуть-чуть и сильнее он тебя просто убьет такими ударами, рассказывал Айтбек Амангельды. Сестра приехала домой и увидела постель, на которой были ресницы, помада, тоналка, а в унитазе 2 использованных презерватива, рассказал он в интервью блогеру Анне Ениной. Одна из главных причин, по которой Салтанат не уходила от Бишимбаева – деньги. После свадьбы она отказалась от консультации, попала на обеспечение тирана. Но тот не спонсировал ее каждый каприз. Из-за финансовых трудностей женщина часто просила у знакомых деньги в долг, чего раньше никогда не случалось. Позже она и вовсе пропала со всех радаров. В июле 2023 года она рассказывала, что не может с нами встречаться, потому что она постоянно в синяках, под его контролем, что она не может просто так отлучиться. Она говорила: «Я вам так завидую, я тоже так хочу свободно выйти куда-нибудь посидеть, но я с ним не могу», рассказывала двоюродная сестра Салтанат Айнура. Последний ужин. С Айнурой Салтанат тоже делилась подробностями семейной жизни, присылала фотографию сломанного пальца в гипсе, признавалась, что Бишимбаев неоднократно поднимал на нее руку. Все чаще Салтанат стала задумываться о том, что нужно бросить тирана. По словам брата женщины, она уходила от мужа минимум в 8 раз, но всегда возвращалась. Подруга Аида Ахмедина рассказывала, как весной 2023 года Салтанат писала, что нуждается в адвокате, не может забрать у мужа свои вещи и боится его мести. Дальше идет уже сама переписка. 19 апреля 2023 года. «Мне нужен адвокат, Джануля», пишет это Салтанат. «Он не отдаст мои вещи, мне надо с кем-то приехать, либо с папой, дядями, мне надо быть готовой ко всему, я тебе доверяю, и я тебе все расскажу, как все закончится, мне уже ничего не нужно, я просто хочу забрать свои вещи». Приятельница, жертва домашнего насилия, рассказывала, что много раз пыталась уйти от Бишимбаева,
но он говорил, что не отпустит. Заявлял, что у семьи Салтанат есть фото с побоями, и якобы таким образом они будут его шантажировать. Требовал от Нукеновой записать видео в голом виде, чтобы у него был рычаг давления на нее. Та отказывалась, но видео было обязательным условием расставания. 4 ноября 2023 года Салтанат в последний раз ужинала с родными. И даже вот когда последний раз мы с ней встречались, сидели, пили кофе, она тоже говорит: да, все хорошо будет. А в ночь с 8 на 9 позвонила брату и сказала, что скоро приедет, так как ушла от мужа, но так и не доехала. Вечером 8 ноября 2023 года Бишимбаев и Нукенова приехали на концерт российского певца Димы Билана в Центральный концертный зал «Казахстан». Не дожидаясь окончания концерта, они отправились в ресторан «Бау», который принадлежит семье Бишимбаева. Там он избивал Салтанат на протяжении всей ночи. По версии следствия, в первый раз он избил Салтанат в туалете ресторана. Данные экспертизы показали, что он срывал с ее рук подаренные украшения. Удар в лицо девушки был нанесен с такой силой, что у нее произошел оскольчатый перелом носа. Второе избиение произошло в 7 утра в холле ресторана и попало на камеры видеонаблюдения. Экс-министр не отрицает, что бил жену. По его словам, он был злой, но якобы следил за тем, чтобы наносить удары не по жизненно важным органам. Схватив за волосы, он оттащил девушку в вип-кабинку, где нет камер видеонаблюдения. Что там происходило, неизвестно. Живой Салтанат оттуда уже не вышла. Вместо того, чтобы вызвать скорую, Бишимбаев позвонил ясновидящей, которая якобы заверила, что девушка скоро очнется. Несколько часов жертва пролежала в вип-зале, где Бишимбаев оставил наблюдать за ней своего родственника Бахыджана Байжанова, директора ресторана. А сам он уехал якобы по делам, однако перед этим провел еще одну встречу. Что за женщина была у Бишимбаева? 17 апреля адвокаты экс-министра попросили суд допросить блогера Гульнару Насырбекову. С этой женщиной Бишимбаев виделся в ресторане «Бау» 9 ноября, пока его гражданская жена умирала в одной из вип-кабинок. По версии Бишимбаева, встреча с блогером якобы была организована заранее, самой Салтанат. С ней он якобы обсуждал только рекламное продвижение ресторана. Однако родственники погибшей девушки в декабре 2023 года озвучили другую версию. Кайрат Нукенов заявил журналистам, что Бишимбаев пытался хладнокровно скрыть убийство, пригласив для этого в ресторан женщину, похожую на Салтанат Нукенову. До этого, до того, как вот мы вас вызвали, до обеда, мы исследовали сотовый телефон Бишимбаева, и там было сообщение от вас. Такого характера. Вы отправляли там видео или это картинка Нет, была? Картинка была. Это Да, и вы говорите, что, кстати, ты пахнешь розами. Что Да. это значит? это мне везет как утопленнику вообще в тот день. Это честно, я просто не знаю. Ага, по Ко мне существу. пришло сообщение, что у меня пропущенный звонок от Бишимбаева. Он у меня записан был Куандык. У моя Кудаги Алена, она у меня записана Кудаги. Мгм. Мы, когда выехали с Бао с Игири, мы сразу заехали за бента-тортиком и за цветами. Оно рядом, вот где-то, где вот этот Москва находится. Мы заехали туда, забрали, я вот так сфотографировала и написала сообщение и отправила. Я сегодня, когда увидела, я вообще была просто в шоке, что Нет, я ну, еще и... получается, вы хотите сказать, что вы это отправляли не Бишимбаеву? Я вообще это отправила Кудаги своей Алене, потому что мы ей взяли этот. Потом у меня есть, у нее есть где-то в сторис или где она выставляла, она говорила, ну да, спасибо. Мы ехали туда, чтобы ее поздравить в баню с бента-тортиком и с розами. Там он уговаривал Насырбекову надеть одежду и украшения убитой, попасть под камеры и покинуть ресторан. Когда этого сделать не удалось, он попросил персонал удалить записи с камер наблюдения. Звонок в скорую поступил от Байжанова в 19:55, спустя более 12 часов после избиения. В 21:40 медики закончили осмотр тела. К тому времени, по оценкам экспертов, девушка была мертва уже 6-8 часов. Оправдание Бишимбаева. В суде обвиняемый заявил, что лишь частично виноват в случившемся, так как не думал, что пощечины и удары не по жизненно важным органам
приведут к летальному исходу. Его адвокаты пытались доказать, что Салтанат умерла из-за некой давней травмы головы. В суде Бишимбаев выставлял Салтанат пьющей женщиной в депрессии, которая в ходе ссоры с ним сама упала, сама нанесла себе тяжелую травму носа, после чего якобы пьяная уснула. Мобильный телефон экс-министра пытались использовать его адвокаты в качестве аргумента защиты. Однако в тот момент, когда судья предложила ему разблокировать телефон, он сначала отказался. После общения с адвокатом на следующий день Бишимбаев предоставил доступ к своему телефону, и хранящиеся в нем записи шокировали всех. Вся его версия невиновности вмиг рухнула. Предоставляя суду пароль от сотового телефона, он просто забыл, что снимал эти видео. Вы сами помните эти файлы, подсудимый Бишимбаев? Не может быть там таких файлов. Не поняла? Не может быть там таких файлов. Вот. Сейчас все участники посмотрят. Так, тогда включаю заново первый файл 0824 9 ноября. Звук отключен, звук включаю. Ищи, блин. Что искала потерпевшая Нукенова? Я не помню, Ваша честь. На полу что-то ищет. Может, телефон? Под занавесками. Следующий файл. Никакой нахуй туалет. Ищи, блядь. Шваль, блядь. Это вы сами снимали? Ваша честь, я не помню, честно. Должен посмотреть. Просто правды хочу. Согласно видеозаписям, а их почти с дюжину, датированных 9 ноября 2023 года, Куандык Бишимбаев снимал Салтанат Нукенову в день убийства. На видео, которое исследовали участники процесса, Бишимбаев нецензурно выражается и требует от Нукеновой признать, что она вступала в интимную связь с Раимбеком Баталовым. 0804. С Раимбеком Баталовым. Ты спала с ним? Да. Я с ним спал. Это вообще видео не оттуда, да? А откуда видео тогда? Это кто-то загрузил мне, я не знаю. Но Следующий файл 0803 9 ноября. Ты не спала с ним? это кто-то по WhatsApp мне прислал, видимо, и оно загрузилось туда. Че, сука, блядь, пиздишь нахуй? Ну-ка, блядь. 0803. По правде. Занимался им сексом? Друзья, я до последнего не хотел комментировать тему судебного процесса Бишимбаева, но поток чудовищной грязи, порочащий мое имя, вынуждает меня сделать заявление. Она мне сделала признание, что она какое-то время своей жизни была любовницей этого человека. Его имя Раимбек. Конечно, я был разочарован. Да. Я знаю этого человека. Мы с ним когда-то по работе пересекались. Хочу сказать, что прозвучавшее из уст обвиняемого в чудовищном преступлении в мой адрес является откровенным бредом. Это безумная ложь. Призываю вас не верить в это вранье, представителей СМИ и блогеров не распространять недостоверную информацию. Сам Бишимбаев, услышав звуковой ряд, сопровождавший видео, уверил, что этих файлов в телефоне быть не может, потому что ничего подобного он не снимал. Бишимбаев утверждает, что видео смонтировано и его голос наложен. По его словам, ничего подобного в реальности не происходило. Во время осмотра телефона второго обвиняемого, Бахыджана Байжанова, в суде было обнаружено видео, в котором Куандык Бишимбаев озвучивает свое завещание. Байжанов пояснил, что Бишимбаев перед попыткой самоубийства попросил его записать видео и передать родителям. «Все, что у меня имеется, все счета, все имущество я передаю детям, Назым, Мансуру, Кариму и Дание.
Пусть детей вырастет, воспитывает. Вот о чем я хочу сказать, говорит на видео Бишимбаев. Позиция родителей Бишимбаева на суде и их высказывания о ситуации тоже вызывают негодование в обществе. Его мать Альмира Нурлыбекова заявила в интервью, что у сына не было мотива убивать гражданскую жену, а также отметила, что Куандык изменился в худшую сторону после знакомства с невесткой, якобы стал замкнутым, раздражительным, начал пить. Отец и вовсе отметил, что Куандыку нужно было быть более разборчивым в женщинах. Изменение показаний. На первых заседаниях Бишимбаев уверял, что девушка, будучи пьяной, сама падала, ударялась об пол и унитаз. Потом сказал, что старался не бить в жизненно важные органы. Затем признался, после того, как толкнул, она потеряла сознание. Причиной гибели он назвал несчастный случай. Его слова опроверг судмедэксперт. Салтанат умерла от гематомы головного мозга, возникшей из-за травм, которые невозможно получить случайно. Объем гематомы 230 мл крови. Это, уточнил на суде прокурор, соответствует 12-13 сильным ударам по голове. Эксперты сходятся во мнении, что Куандык Бишимбаев рассчитывает, что сможет добиться оправдательного приговора, склонив на свою сторону консервативную часть казахского общества. Именно для этого он сам попросил, чтобы процесс был открытым и чтобы решение выносил суд присяжных. Для консервативных казахских нравов важно понятие «уят» — общественное осуждение человека, не соответствующего моральным нормам. Уят в отношении женщины — это любое неподобающее поведение, например, надеть короткую юбку, перечить мужу, не поклониться старшим родственникам, развестись или выйти замуж за иностранца. Казахские СМИ сообщают, что экс-министру предъявили 2 статьи Уголовного кодекса Республики Казахстан. Его обвиняют в убийстве с особой жестокостью и истязании Салтанат Нукеновой. Первая предусматривает лишение свободы до 15 лет, вплоть до пожизненного. Вторая — до 2 лет. Его родственника Бахыджана Байжанова обвиняют в укрывательстве и недонесении о преступлении. Истязание Бишимбаеву вменили из-за его требований о записи порнографического материала. Как рассказала СМИ адвокат потерпевшей стороны, экс-министр смог добиться, чтобы Салтанат сняла видео и в дальнейшем шантажировал ее этим, что подтверждается переписками. В начале мая Бишимбаев выступил перед судом с последним словом. Еще раз опроверг, что убил жену намеренно, и выразил соболезнования ее близким. Общественность и журналистов обвинил в разжигании ненависти и очернении его семьи. Еще раз прошу вас, будьте справедливы. Это мое последнее слово. Также привел цитату, которая, по его мнению, принадлежит рейхсминистру пропаганды нацистской Германии Йозефу Геббельсу. На деле же эти слова в свое время сказал Адольф Гитлер. «Чем ужаснее будет наша ложь, тем легче в нее поверят люди». Вот так и в моем деле. Все это делается с одной целью, чтобы возбудить вашу ненависть, отклонить от объективности. Я буду откровенным. Вы моя единственная надежда на объективность, обратился Бишимбаев к присяжным. Еще до оглашения приговора родственники Нукеновой заявили, что никогда не простят убийцу. Не каждый изверг пойдет на такой поступок. В любом случае, громкое дело уже изменило Казахстан. В середине апреля в стране приняли новый закон о криминализации домашнего насилия. Правозащитники ждали этого много лет. Согласно новому закону, который в народе уже называют законом Салтанат, за причинение тяжкого или среднего вреда здоровью будет грозить однозначное лишение свободы, а за причинение легкого вреда здоровью — штраф в размере более 700 тысяч тенге, более 153 тысяч рублей, общественные работы или арест на 500 дней. Также закон Салтанат предполагает, что за убийство, изнасилование, насильственные действия сексуального характера в отношении детей обвиняемым будет грозить пожизненное. Дорогие подписчики, мы предлагаем вам поделиться своей историей отношений с психопатом, которую абсолютно бесплатно разберет психоаналитик. Если вы хотите, чтобы вашу историю разобрали на канале анонимно, сообщите нам об этом. Для разбора просим сразу указать даты рождения действующих лиц. Переходи в наш чат-бот, ссылку на который мы оставим в прикрепленном сообщении, или сканируйте QR-код, который вы видите на экране, и делитесь своей историей. Поделитесь ссылкой на наши каналы с вашими близкими. Возможно, это спасет кому-то жизнь. Оглашение приговора Куандыку Бишимбаеву ожидалось 10 мая, но заседание продлилось меньше 3 минут. В суде приступили к обсуждению и формулированию вопросов для присяжных заседателей. В этой процедуре присяжные, согласно закону, участвовать не должны, поэтому их попросили удалиться из зала. Также была приостановлена онлайн-трансляция, чтобы вопросы не утекли в сеть. По этой же причине
за дверь выставили и всех представителей СМИ. Позже пресс-служба суда сообщила, что следующее заседание суда состоится в понедельник, 13 мая. Перенос очередного слушания вызвал бурю негодования в сети. Трагедия уже превратилась в театр, негодуют интернет-обитатели. 13 мая 2024 года суд признал экс-министра Куандыка Бишимбаева виновным в убийстве с особой жестокостью и истязаниях гражданской жены Султанат Нукеновой. Окончательно назначить Бишимбаеву 24 года лишения свободы. Признать в действиях Бишимбаева согласно пункта 2 части 2 статьи 14 Уголовного кодекса опасный рецидив преступления. Отбывание лишения свободы Бишимбаеву назначить в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Бахыджану Байжанову назначено наказание 4 года лишения свободы в учреждении средней безопасности. Дорогие гости и подписчики канала, как вы считаете, почему не было вынесено пожизненное наказание для Куандыка и почему столь маленький срок получил его сообщник Бахыджан? Как вы полагаете, отразится ли это громкое дело на законодательстве нашей страны? Ведь каждый день мы наблюдаем чудовищное количество преступлений, совершенных психопатами в отношении своих родственников, жен, мужей и детей. А закон о домашнем насилии не принят. Делитесь своим мнением об этом в комментариях. И даже вот когда последний раз мы с ней встречались, сидели, пили кофе, она тоже говорит: да, все хорошо будет.